Всем привет, народ! Сегодня будем обсуждать Telegram-бот Voxel. Я недавно делал на него обзорчик, вот здесь закреплю вам ссылочку на то видео. Перейдите, посмотрите, если хотите. Вот, я перед тем, как начну сейчас рассказывать, сразу вам советую не заходить в подобные Telegram-боты, потому что здесь все максимально построено на донатах, но бесплатно играть можно. Вот, и не вносите сюда донаты, не теряйте свое время, не теряйте свои деньги, зачем вам все это нужно. А для тех, кто все-таки решил остаться, тогда продолжаем. И сегодня будем обсуждать новости. У них недавно, получается, проходила раздача, точнее не раздача, а обмен внутриигровых вокселей на тон. То есть можно было выводить внутриигровые токены, конвертировать их в тон и выводить. Выводом не пользовался еще пока, не пробовал выводить. Так что не могу вам сказать, как это работает или нет. Но, скорее всего, работает. Народ в чатах вроде довольный, вроде ничего такого не пишет. И у них вышло обновление новое, получается, в их Telegram-боте. Многое они там изменили. И давайте читать, обсуждать, что же там произошло. Вот вам заставочку пока поставлю. По ней немножечко пробежимся далее. Пока можете ее рассмотреть, там все, в принципе, теоретически описано. Итак, бета-тест Voxel Build to Earn подошел к концу, получается. Это был бета-тест всего вот этого происходящего. Я вот в конце бета-теста залетел. В принципе, сейчас, не то чтобы жалею, наверное, скорее всего, даже да, немножечко жалею, что не успел со старта сюда попасть, потому что уже вот видео снимал буквально неделю назад, уже было внесено больше $200 доната сюда. Но, в принципе, я не то чтобы верю в проект, просто мне интересно. Я вам не советую крайне так делать. Я это делаю чисто из любопытства и на те деньги, на лишние деньги, получается, которые у меня есть. Так что вы не делайте, пожалуйста, так. Мы запускаем фазу 2. Начинается у нас, получается, сейчас фаза 2 Voxel. И именно здесь нас ждет все самое интересное. Это обновление напрямую связано с экономической составляющей игры. И что нового теперь у нас появится? Основные моменты. Мы урезали баланс Voxel у всех пользователей ровно в 10 раз. То есть 10 раз у нас уменьшили наши все балансы. Убрали, грубо говоря, один нолик, получается, в конце. Но это ничего не повлияло, ни на что не повлияло. То есть изменилась также и стоимость одного вокселя. То есть также в 10 раз она увеличилась. То есть у нас стало в 10 раз меньше монет, но они стали в 10 раз дороже. Вот так вот приблизительно. Но при этом повысили курс, что означает, что вы ничего не потеряли. Вот про что я только что и сказал. Мы будем продолжать поддерживать курс, который был установлен для вас. Мы полностью переработали экономические составляющие каждой модели в зависимости от ее редкости и качества. Теперь каждая редкость ценится по-своему. И чем выше редкость, тем больше вы сможете фармить. Скорректированы внутриигровые цены. Добавлены новые коллекции с приятными бонусами для вас, включая Тон, Старс и Voxel. Посмотреть доступные коллекции можно в своем инвентаре. Подробности здесь, ссылка поставлена. Вот, давайте быстренько пробежимся, про что они вообще говорили. Да, до этого, если кто играл, начал, пробовал, смотрел Voxel, может быть даже по моей, потому что рефералы по моей ссылке залетали. Хотя я всем говорю, не надо заходить, но все равно рефералы залетали. Даже потом покажу, может быть, вам, как это все выглядит. И если вы попадали до этого обновления, то видели, то в принципе там что-то непонятное было с ценами со всеми. То есть модельки иной раз стоили очень дорого. То есть можно было их за воксели натапать, скидывать в маркет за дороже воксели и в принципе навариваться вокселями. Теперь это все урезали, и у нас обычные, получается, базовые модельки почти ничего не стоят. То есть вы тратите на них 1000 вокселей, а на рынке их продаете за 150. Можно и выставить их, конечно, за 2000, никто не купит. Средняя цена у них 150, а в быстрой продаже вообще 50. То есть тратите вы 1000, продаете за 50 быстро, без маркета, получается. Очень-очень урезали. Редкие, получается, они стали чуть меньше рыночной стоимости. Далее идут какие-то эпические, да, они стали уже побольше рыночной стоимости, которые нереальные, они стали дорогие, и самые последние желтые, которые легендарные, они, да, там стали подороже, помощнее, и сделали так, чтобы теперь не очень легко фармить через маркет, получается, эти воксели, да, у нас.
Теперь в маркете нету столько большого количества там продаваемых вот этих NFT-шек, потому что нету смысла их туда кидать, потому что их, во-первых, если вы задержите цену, никто не будет брать, а за низкую цену продавать нету смысла, потому что вы их потратили на них в 10 раз больше, чем продаете. Так что теперь там стало посвободней, и я изначально, у меня очень тяжело все продавалось там на маркете, сейчас очень быстро разлетаются все эти NFT-шки там, в принципе, нормально. Идем далее. Обновлены условия реферальной программы. Добавили дополнительную информацию о оригинальной доходности предметов за час. Теперь у нас есть предмет за час. Если мы его прокачиваем, рядом еще показывается за 4 часа. Все это посмотрим сейчас в боте. Цена лайков на модели теперь составляет 10 вокселей. До этого она была 50 вокселей, но должно было быть 5. Раз у нас, получается, удешевилось, наш баланс урезали в 10 раз, то и цена должна была урезаться. А получается, сейчас она в 5 раз изменилась всего. Цена на очистку стала 15 вокселей, было 50, то есть тут всего в 3 раза уменьшили. То есть сейчас дороже стало ставить лайки на свои NFT-шки на маркетплейсе, и стало дороже, получается, сбрасывать NFT-шки, которые мы случайным образом выпадают нам. Процент моментальной продажи теперь составляет 10% от рекомендованной цены. В принципе, вот это про что говорит, что если вы навариваете на рекомендованную цену 10%, то моментальная продажа, в принципе, доступна. Цена активации модели на маркетплейсе изменилась до 20 вокселей. Ну, то есть раньше у нас было, по-моему, 100 вокселей, а тут в 5 раз уменьшили, стало 20 вокселей. Ну, стало все подороже. Все аккаунты, которые ранее были ограничены, теперь функционируют корректно. И последнее, что будет в будущем, что нас ждет в полном вокселе. Интересные ивенты с щедрыми призовыми фондами, скрещивание моделей. Вот это будет замечательно, если мы будем обычные модельки между собой скрещивать, получается, и получать какую-то более редкую, это будет восхитительно вообще. Захватывающие коллаборации с крупными приложениями. Уже, кстати, могу сказать, если не ошибаюсь, в каком же Telegram-боте? В каком-то из Telegram-ботов уже есть рекламка этого вокселя. То есть я уже ее видел. Дальше, что еще? Превращение ваших моделей в полноценные NFT. Ну вот это было бы в принципе интересно. Какие модельки у нас существуют сейчас там на балансах, чтобы потом их конвертировать в NFT, они имели там какую-то ценность и уже, допустим, на маркетах, получается, больших, да, NFT-шных, там их продавать, менять, в эту игру добавляли, чтобы люди и тому подобное, было бы восхитительно. Дальше Voxelverse первый сезон. Полноценный роудмап появится скоро, да, и ТГЕ будет. Далее еще скажу, что в чатах промелькнула информация о том, что вот такая конвертация вокселей в тон будет проходить приблизительно каждые 2-3 недели. Этот список может продолжаться бесконечно, но давайте увидим все в действии, а не только на словах. И давайте переходим теперь в бот и смотрим, что у нас здесь. Вот эта акция появилась вот с этим обновлением, и теперь у нас появились коллекции. Коллекции внутри вокселя, теперь мы их здесь собираем. Коллекции дают дополнительные плюшки, сейчас это будем все смотреть. Одна из коллекций, которую мы можем приобрести, это вот коллекция Games. В него входят там ПК, Mac, Mac Pro и геймпадик, по-моему, если не ошибаюсь. Это все легендарные редкости. И они такие мощненькие. И вот показывают здесь, соответственно, что вот было у меня, допустим, образно, это не мой баланс, а они показывают, было 10 тысяч вокселей, стало 1000 вокселей. И цена была, допустим, 3024, там, ну, образно 3002, стало 2002. Вот, то есть, ну, в принципе, ничего не изменилось. Баланс у нас на 10 раз стал меньше, цена на 10 раз стала больше. Продолжаем, континуум. Вот по основному экрану пропала кнопка автофарма, теперь она здесь не нужна. И что у меня произошло, сразу раскрою такой секретик. В принципе, времени у меня столько нету здесь постоянно тыкать, тем более здесь несколькими пальцами нельзя было делать. И я не знал, что вот если мы сейчас зажмем, давайте какую-нибудь модельку включу, получается, если мы сейчас зажмем кнопку, вот одну кнопку, или пальцем просто зажмем на экран, то оно вот в таком режиме автоматически собирается. А я как бы, ну, я на компьютере играю во все это дело, так что я себе кликер поставил и кликером кликал. В принципе, поставил одну там или 5 даже миллисекунд, и у меня очень-очень быстро эти NFT-шечки собирались. Вот, но они, видать, с обновлением все это порезали, поняли, что много людей играют с автокликерами, и теперь автокликер здесь не применяется, к сожалению. Но зато вот можем зажимать кнопку, я делал там тяжелый предмет на мышку клал, и все, он у меня автоматически вот так потихонечку их собирал.
И что нового еще у нас появилось? Баланс у нас остался также. Теперь мы можем еще получать бесплатно. Ну, видите, почему-то не работает пока. Бесплатно в Окселе раз в день. Ну, про что я говорю, что можно бесплатно теоретически здесь потихонечку развиваться, копить звездочки. Ну, все это дальше тоже покажу. Появилось две у нас покупки. Одна вот тот самый геймер, получается, коллекция геймер. Она при покупке вот здесь, можно было ее купить за 15 тонн. Она давала 5000 вокселей, 4 слота в инвентарь и 4 слота в маркетплейс. В принципе, восхитительно. Я затарился этими слотами немножечко. Получается, свой инвентарь. У меня последующие были очень дорогие. Когда мне вот эти 4 дали, это было восхитительно. У меня образно вот это вот окупилось вполне, только одними слотами. Сейчас покажу, сколько у меня теперь стоит слот. И давали нам вот такой вот, получается, такую коллекцию. Сейчас тоже ее покажу. И второй вот тон у нас лимитированная коллекция. Плюс 10 тысяч еще вокселей к ней давали, стоило 4, получается, тонна всего. Я себе ее тоже приобретал. Каюсь, вношу донатики. Вот теперь у нас 15 сброс стоит. Переходим в сумку, и у нас здесь вот появились коллекции. Первая коллекция, вот она геймер, состоит из 4. Его можно выбить, кстати. Если она случайным образом вот попадется вам, именно легендарные вот эти ПК, iMac Pro и геймпад, если она попадается у вас, вот эта коллекция, вы можете рандомно собрать, в принципе. Что дает эта коллекция? Во-первых, у нее там фарм в час нормальный довольно-таки. И плюс каждая вот такая вот NFT-шка дает по 0,001 тонну в час. То есть вот у меня коллекция из 4, то есть они дают в час 0,004 тонна. Короче, я запутался, сейчас беру калькулятор, а у меня коллекция сейчас дает в час 0,004. Это моя вся коллекция дает за час, за 24 часа она будет 0,096 тонна. В принципе, вот такая вот цифра будет мне падать за сутки. Если мы умножим это все, допустим, ну, игра будет еще продолжаться полгода, я думаю, как минимум, как все наши таблоки, только она началась вот месяц назад, еще полгода будет идти, это у нас 180 дней. То есть за это время я выформлю 17,5 тонн. То есть, в принципе, окуплю эту покупку. Но это будет через полгода. Но, в принципе, нормально, что. Идем далее. Есть такая коллекция, называется она Зу. Здесь у нас есть коала, пони, свинка пик и дракон. Если мы ее собираем, она нам дополнительно дает в час плюс 5 звезд в час. То есть получается у нас каждая из них в совокупности они дают 20 звезд в час, и получается за сутки это будет 48 звезд. В принципе, довольно-таки неплохо. Ой, 480 звезд, вру, даже 480 звезд, довольно-таки неплохо. То есть мы с рекламы получаем там всего, по-моему, 80 звезд. Я бы хотел себе вот такую коллекцию собрать. Идем далее. Есть коллекция крипто у нас. Она дает дополнительно каждая из них по 250 вот этих вокселей в час. То есть в 1000 вокселей в совокупности за час, если вы собираете полную коллекцию. Биткоин, Solana, Эфириум и Тонкоин. И это у нас Unreal, нереальная получается редкость. А здесь у нас, по-моему, редкая просто. А не, вот это, по-моему, эпическая. Вот, и вот это вот редкая обычная. Фуд у нас здесь панкейк, яблоко, арбуз получается и кекс. Они дают нам дополнительно каждый по 100 еще вокселей в час, в совокупности 400. Если вы собираете полную коллекцию, 400 в час вокселей. Вот пока только... вот еще есть People, люди, коллекция из обычных базовых, которые можно легко выбить. Юлия, Алекс, Трейдер и Вероника. Они дают по 50 каждый, то есть в совокупности 200. Если вы собираете всю коллекцию, дополнительно дают еще 200 вокселей в час. Вот такие вот коллекции у нас появились. Но коллекции эти нужно иметь в инвентаре, они должны у вас фармить, чтобы все это работало. Получается, по отдельности они каждая тоже работают. Вот. Ну, то есть, если у вас выпал, допустим, один только предмет коллекционный, и вы его в инвентарь на фарм поставили, он будет вам давать эти дополнительные бонусы. То есть, одну звездочку, либо там 0,001 тонна, они давать будут по отдельности. В совокупности будут давать гораздо больше. Вот, но для этого нужны места. И что вот у меня по инвентарю, смотрите, видите, 0,04, вот они получается, дают у меня сейчас 542, но это за 4 часа у меня они майнятся. 542 за 4 часа и 0,04 тонна за 4 часа. Это у меня вот
iMac Pro и получается вот геймпадик дает. И вот тоновская вот эта NFT-шечка, она дает 202 за 4 часа, то есть по 48 в час. Вот эти вот легендарные, видите, 103 в час дает она, 112 в час, 129 в час. И вот сам системный блок, он дает 1130 в час. В принципе, восхитительно. У меня таких вот дорогих нету еще. Но в совокупности у всех NFT-шек также добычу в час они тоже порезали в 10 раз. Получается, если у меня до этого было по 1000, здесь по 1000, здесь было 7000, даже 5000. То есть, ну, они резанули или конвертировали как-то. Ну, у меня гораздо больше было. Вот пришло даже оповещение, что опять что-то на маркетплейсе, на маркете продано. Было гораздо больше добычи. Ну, вот они все поурезали, получается, у меня. И смотрите, видите, я покупал, получается, мне давали бонусом 4 дополнительных вот этих вот слота. Если бы я их покупал, эти слоты за тон, то они бы стоили бешеных бабок. Вот смотрите, мне сейчас, чтобы открыть следующий слот, нужен 51 тонн. 51 тонн. Ну вот это 18 тысяч звезд. Представьте, 18 тысяч звезд, если я не ошибаюсь, это $360. 360, ну, приблизительно, $360 это бешеные суммы вообще, чтобы открыть дополнительный слот. Буду ждать каких-то ивентов, либо акций, да, с какими-то покупками, чтобы давали дополнительные слоты, потому что покупать их сейчас мне нереально вообще. Но если только за звезд столько не накопить здесь, честно. По маркету изменилось. Сразу говорю, кто у меня возникали вопросы, что как я так на маркете ничего не продается, никто за тон не покупает. Смотрите, покажу вам сейчас на примере какой-нибудь NFT-шечки своей, как можно продавать на маркете. Смотрите, нажимаете кнопочку «Продать», и у вас появляется окошечко. Здесь у нас есть с левой стороны воксели, с правой стороны получается тон. Если вы здесь поставите только тон и нажмете «Продать на маркетплейсе», у вас цена будет только с тона, и купить ее можно будет только за тон. Если вы поставите только воксели, у вас на маркетплейсе будет цена только в вокселях, и купить его люди могут только за воксели. Если вы поставите и тон, и воксели, то у вас будет две цены на маркете. Сейчас перейдем, я это покажу, как это выглядит. То есть люди могут купить либо за тон, либо за воксели. То есть, в принципе, у меня, вот видите, блоков было 680 блоков, чтобы собрать вот этого, кто он, Сурикат, да, или кто такой, Меркат, 680. А у него цена рекомендуемая 3000. Получается, я его могу там даже где-то за 4 выставить, в принципе, теоретически его купят, потому что редкая NFT-шечка. А сразу можно продать за 1500, в 2 раза дороже, ну, потому что она легендарка. Вот. И я сейчас покажу, вот у меня вот так на маркетплейсе они стоят. Вот переходим на маркетплейс, и видите, вот здесь люди продают обычную базовую NFT-шку за тон. Никто ее нахер не купит за этот тон, потому что она никому нафиг не нужна. Вот человек за тон продает. А если мы пролистаем, то люди, в принципе, видите, ставят это все за тон. А вот, например, человек поставил только за воксели. И то есть я могу теоретически, видите, сейчас, хоп, за воксели это все приобрести. Идем далее. В мои лоты, я вот перед тем, как снимать видео, забивал их полностью свои все слоты на маркете, получается. И вот уже 5 NFT-шек там буквально за 3 часа там образно продалось. Но у меня, видите, как они стоят цены. У меня есть и за тон, и за воксели. В основном покупают за воксели, потому что это на халяву. Но есть люди, кто и за тон. То есть у меня там выходили оповещения, что и за тон тоже приобретали какие-то дешевенькие NFT-шечки. И я здесь перестал ставить рекомендуемые, в тоне только ставлю рекомендуемые, а в вокселях стал ставить столько, сколько потратил на них плюсом 20%, которые берут комиссию на продаже с маркетплейса вот этого. Получается, разработчики тоже берут комиссию 20% от цены, которую вы выставили. То есть, допустим, если я за 1000 вокселей собрал NFT-шечку, натыкал ее за 1000 вокселей, то есть я выставляю ее с тем учетом, допустим, 2000 я выставляю, из 2000 заберут 400 себе разработчики комиссию. И получается, я на руки получу 1600. В принципе, я не так делаю, я нацениваю так, чтобы за ту цену, которую натапал, я столько же примерно сверху еще заработал. То есть если у меня стоило натыкать 1000 вокселей, то есть я выставляю примерно на 2500. 2500 выставляю, 500 забирают комиссию разработчики, 2000 я получаю на руки. 1000, которую потратил, и 1000 сверху. Но обычно, чтобы вот здесь на маркете продавать далее, тут через 3 часа кончается, но приходится тратить еще воксели, чтобы продолжать. Приблизительно хотя бы, чтобы в минус не уходить, в нали все это делать.
По доходам меня спрашивали, как где что зарабатывать, сколько слотов, где ты все это понабрал. Здесь у нас, ну, помимо всех вот этих заданий, за которые там бонус получаете, вот соберите 25 моделек, всего 25 моделек, и получите 25 звезд. Это на них можно открывать слоты про бесплатную игру, рассказываю. Смотрите рекламку, подписывайтесь на все это говнище, которое здесь есть. Друзей там зовете, звезды получаете, ну, можете левых друзей звать, которые не будут играть, просто хотя бы, чтобы засчитывалось все. Вот за 25 друзей 50 звезд там дадут и 800 вокселей, и здесь 25. За эти звезды здесь можно приобретать, получается, слоты себе в рюкзак, слоты в Marketplace. Также за звезды можно здесь редкие NFT-шечки, по-моему, даже брать. Ну и за звезды много здесь чего можно делать. И в принципе здесь ежедневно 40 рекламок дают по 20 вокселей. Это получается 800 вокселей в день можно выформить и 40 звезд. И открою вам лайфхак небольшой. Надеюсь, это все не порежут, если вдруг разработчики увидят это видео. Смотрите, я захожу когда с ПК, у меня 40 рекламок, я их тыкаю, параллельно открываю телефон, тот же самый аккаунт, тот же мой аккаунт, не какой-то он левый. И у меня там 0 этих рекламок просмотренных. То есть здесь я его смотрю, а там у меня ничего не меняется. И то есть я параллельно 2 окошка смотрю рекламу, и у меня выходит 80 рекламы в день. 40 с ПК и 40 с телефона на один аккаунт. И я получаю 1600 вокселей, сейчас буду получать, и 80 звезд. Вот вам лайфхак, как можно звезды быстренько фармить. Вот, попробуйте, по крайней мере с ПК так работает, с ПК и с телефона. И вот так вот можно бесплатно здесь, по крайней мере, развиваться. Ну, то есть вы бесплатно там все слотики дополнительно открыли, здесь завоксили там, пытаетесь, собираете их, вдруг какая-нибудь легендарная выпала, можно продать там ее за тон, попробовать, а потом за этот тон еще открывать здесь дополнительные слоты. То есть можно, в принципе, здесь теоретически поиграть бесплатно. И по реферальной системе. Смотрите, когда была у нас конвертация, получается, внутриигровых вокселей в тон, было условие, я у себя в телеграм-канале выкидывал, что есть условия. Условия были таковы, получается, у вас должно было быть как минимум 5 активных рефералов. Если у вас нет 5 активных рефералов, вам давали вывести, получается, только 10% своего баланса. То есть, если у меня сейчас на балансе вот 31 тысяча, я мог образно вывести всего 3000 вокселей. Ну, обменять их, получается, 3000 обменять всего лишь на тон. Вот, а если у вас есть 5 активных рефералов, какими считаются активными рефералами? Поправьте меня, если я ошибаюсь, сейчас просто лень лезть, или давайте вот здесь лесну, здесь должна быть, получается, эта информация. Да, вот, 5 активных рефералов, каждый из них должен собрать минимум 10 моделей. То есть активным рефералом считается тот человек, кто собрал 10 моделей. Вот, и у меня всего, видите, как видите, 3 активных реферала. То есть вот здесь, это мой второй аккаунт, честно. Одна модель, я в него не играл, просто зашел, чтобы задание выполнить. Вот одна, тут кто-то 2-3 собрал. Вот человек один, активный реферал 25 у него, вот здесь 20, здесь 20. У человека он даже баланс... И мы же здесь получаем, смотрите, всю суть-то в чем. Мы же здесь получаем, вот я получаю 15% вокселей от сборки, от его сборки 15%, и комиссию в маркетплейсе. То есть вот он получил 20%, он получил, получается, прибыль с маркетплейса, вот она у меня в тон была зачислена 0,002 тонна. И вот воксели, вот эта вот комиссия тоже с рефералов упала. Вот, активных всего у меня 3, то есть я не попал под критерий, потому что если у вас есть 5 активных рефералов, вам давали вывести 20% от своего баланса. То есть получается с 31 тысячи я бы смог вывести 6200. И потом давали за каждого последующего реферала активного после 5 по 1%. То есть если у вас было бы 85 активных рефералов, вы могли 100% баланса вокселей вывести. То есть если вот, допустим, я сейчас зайду, у меня 31 тысяча вокселей, перейдем сейчас в кошелек, эта стоимость вокселей сейчас, вот цена 2022, стоит $71. То есть если у меня будет 85 активных рефералов, я смогу конвертировать $81 в вокселях в тон, и вывод, нажать кнопочку, скорее всего, работает. Вывести все это, получается, на кошелек. Ну, сейчас у меня вложенных там 250, по-моему, в районе $250. То есть, треть уже, можно сказать, чуть меньше, четверть отбил, получается, в вокселе. Ну, я воксели здесь пока трачу, не коплю. Вот такая вот схема здесь
Народ, смотрите, как я собираюсь. Вот опять продалась на Marketplace. Видите, по крайней мере, работает теперь получше маркет. Когда ввели все эти правила, все дешевое, все бесполезное, и народа меньше стало там, и вот у меня быстро распродаются сейчас все NFT-шечки. Смотрите, что теперь, если вы все-таки играете в Voxel, зашли по моей реферальной ссылке, то набейте, пожалуйста, по 10 хотя бы вот этих NFT-шечек, сборочек сделайте, кто вот, зашел по моей реферальной ссылке, вот 5 есть модельчик. Пожалуйста, вас прошу, чтобы у меня открылось побольше вывода, чтобы я мог свое хотя бы вернуть сюда вложенное. Кто здесь у меня тут вот мне помогает, большое, огромное вам спасибо. Очень благодарен, конечно, что вы зашли по моей реферальной ссылке, и мне тут небольшие бонусы, падают за мой труд в создании контента. Проект только стартовал, кинет он или нет, я не понимаю. В принципе, задумка хорошая, в чате народ, в принципе, довольный, играют. И пока он на старте, возможно, еще есть шанс. То есть, возможно, еще 1-2 вывода будут. Я к этому времени попробую нафармить, свое хотя бы вернуть в вокселе здесь побольше, потому что у меня сейчас пока нереально приобрести слоты, и мне некуда больше их ставить, чтобы на фарм. Мне придется только фармить и фармить и фармить. Все. Вот такое вот сегодня было видео. Пишите в комментариях, играете ли в Voxel по моей реферальной ссылке, сколько у вас уже там NFT-шечек, сколько вам доход в час. Давайте я вам сейчас быстро скалькулирую, скажу, сколько я примерно в час сейчас зарабатываю. Выходит у меня без 18 Voxel 4000 в час. Я не могу там, ночью просыпаться, будильники ставить, я этих ерундой не занимаюсь. Я теоретически, 4-часовики у меня, я собираю за 4 часа, это 16 тысяч вокселей, примерно 4 раза за сутки. Это получается в общей сложности 64 тысячи вокселей в сутки. И я надеюсь, за 10 дней это 640 тысяч вокселей. То есть и вы мне поможете добить реферальную систему, хотя бы, чтобы я мог 20% выводить, и это будет довольно-таки неплохо. То есть давайте, теоретически 640 тысяч, если я смогу хотя бы за 10 дней нафармить, мне дадут вывести 20%, и это будет у нас получается 128 тысяч вокселей, умножим на цену, которая сейчас у нас есть, 22, пускай будет так, это 281 доллар, я хотя бы свое заберу, чуть-чуть сверху даже плюсом. И дальше уже буду играть, фармить чисто по фану, ждать аирдропа. Вот такие вот дела, пишите в комментариях, чего вы достигли, сколько у вас прибыли в час, сколько уже NFT-шечек, сколько повыбывали редких. А я с вами прощаюсь, всем пока, народ.